Привет всем! Сегодня на обзоре у нас бюджетная модель от компании HomeTom HT37 стоимостью $65. Данная модель имеет неплохую начинку для своей стоимости и может похвастаться интересным дизайном. Также модель обладает четырехъядерным процессором от компании MediaTek частотой 1300 МГц, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Если этого недостаточно, то смартфон поддерживает карты microSD объемом до 64 ГБ. Что касается комплектации, она стандартная. Кабель для зарядки, зарядное устройство и краткая инструкция по эксплуатации. Несмотря на бюджетность, также присутствует датчик отпечатков пальцев и емкий аккумулятор на 3000 мАh. Еще смартфон может похвастаться GPS-модулем, поддержкой Bluetooth 4.0 и возможностью ловить сети 3G. И все это на операционной системе Android 6.0. Также у этой модели есть и музыкальная направленность, а именно светодиодная подсветка, которая мигает в такт музыки, и два встроенных динамика. Что касается небольших минусов, то это тугая задняя крышка, которую открыть довольно-таки непросто, и средний по емкости аккумулятор. Также качество звука оставляет желать лучшего. Итак, пришло время протестировать данную модель основными тестами. Итак, в программе 3D Mark данная модель у нас набирает 1990 баллов. Это, конечно, немного, но неплохо. Данный тест показывает, что модель, конечно, не игровая и сможет потянуть только самые стандартные игрушки типа Angry Birds. На больше рассчитывать особенно и не стоит. Давайте посмотрим, что же внутри этого смартфона с помощью теста AIDA 64. Итак, заходим в систему и видим, что встроенной памяти здесь 16 гигабайт, но по факту свободные 10,5 гигабайт. То есть часть занимает операционная система. Что касается бюджетного процессора MT6580, то такой процессор устанавливается на Alcatel Pixel 3 и Dodge X5. Аккумулятор стоит на 3000 мАh, что довольно-таки неплохо, но реальная емкость его где-то в районе 2700-2800 мАh, а этого вполне достаточно для успешной работы смартфона в течение дня. При средней нагрузке температура процессора держится в районе от 60 до 65 градусов. Как вы думаете, какие датчики здесь установлены? Да, самые стандартные: датчик освещения, датчик приближения и акселерометр. А теперь давайте проведем тест в AnTuTu Benchmark. Сколько же баллов наберет данная модель? 21 тысячу баллов. Хороший результат. Как правило, модели топового уровня набирают от 80 тысяч баллов. К примеру, модели от компании Samsung S6 Edge набирает 81 тысячу баллов. А теперь давайте проверим, сколько касаний поддерживает тачскрин. Два касания. Это такой минимальный результат. Поэтому не стоит рассчитывать на идеальное управление в сложных играх и приложениях. На этом тест характеристик смартфона закончен, и переходим к тестам видео и фотокамеры. Передняя камера 2-мегапиксельная с интерполяцией до 5 мегапикселей, а задняя 8-мегапиксельная с интерполяцией до 13 мегапикселей. Уровень камеры невысокий, особенно это заметно во время съемки видео. Картинка получается замыленной и смазанной. При съемке фото дела обстоят лучше, особенно в солнечную и яркую погоду. Итак, какое заключение? Хорошая модель для большинства пользователей с не очень высокими характеристиками. Ссылка на продавца, у которого я покупал, внизу в описании. Спасибо за просмотр, ставим лайки и подписываемся.